Здравствуйте. Сегодня мы рассмотрим способы коммуникации с локально установленной на Ubuntu сервере моделью DeepSeek. Коммуникации в плоскости автоматизации общения и сохранения данных на жестком диске. К сожалению, в DeepSeek не заложена возможность предоставления ему доступа прямого к жесткому диску или к интернету, поэтому любые реализации будут в той или иной степени костылями, но попробуем что-то изобрести. В первом случае мы вводим сообщение вручную в Windows в терминале через SSH. С этим все понятно, мы это делали в прошлом видео. Обратим внимание, что внизу у нас запущен также терминал HTOP. Мы можем контролировать в этом случае загрузку сервера. В данный момент мы запускаем модель на 32 миллиарда параметров. Соответственно, в запущенном состоянии она у нас занимает где-то около 20 гигабайт оперативной памяти. О том, как устанавливать соединение, мы поговорим немного позднее. Через некоторое время после остановки, соответственно, высвобождаются ресурсы. Это тоже можно увидеть на HTOP. Модель рассуждающая. Это тоже занимает какое-то время. Если вдруг нам по какой-то причине требуется остановить его рассуждение, то здесь необходимо вспомнить, что мы находимся все-таки на Ubuntu сервере. Соответственно, для того, чтобы прекратить любую деятельность, нажимаем Ctrl-Z. Все останавливается. Для корректной остановки модели Alama, здесь надо просто ввести Alama Stop DeepSeek R1 32 миллиарда. Теперь автоматизируем запрос из Windows к Ubuntu серверу. Для этого мы не будем использовать какие-то сторонние средства, а ограничимся штатными. Здесь нам потребуется, чтобы был подключен OpenSSH сервер. Если он у кого-то не подключен, не установлен, не активирован Windows, для этого надо выполнить следующие команды. Для проверки установки надо в терминале PowerShell ввести команду. В выдаче которой в разделе статуса напишет State Installed. Для дальнейшего автоматического запуска OpenSSH и его текущего подключения используются, соответственно, команды. После этого, точно так же, как в терминале Linux, необходимо ввести команду ssh-kgen. Если в процессе выполнения команды не создавать никаких паролей,
а в тех местах, где он их запрашивает, значит, оставлять пустую строку, то дальнейшее подключение пройдет без пароля, что нам и требуется. Проверить подключение можно, соединившись с сервером, введя команду SSH, имя пользователя и адрес хоста. Если это будет первое подключение, то Windows надо подтвердить, что все хорошо и можно подключаться. Вот после того, как мы образовали пару ключей, в папке по адресу C-users имя пользователя SSH появятся файлы. Файл ID ed25519, который содержит секретный ключ, о котором нельзя рассказывать никому и ничего. А также файл ID ed25519.pub, который содержит в себе, собственно, публичный ключ, открытый ключ, часть которого нам потребуется для того, чтобы прописать ее на сервере Ubuntu, для того, чтобы подключаться. Файл где-то в 4 раза меньше, чем секретный ключ. Состоит из одной строчки, которая разделена пробелами на 3 части. Первая часть, собственно, это протокол. Название протокола, дальше сам ключ, который нам и потребуется, который мы будем в дальнейшем использовать. И после последнего пробела там идентификация компьютера. Теперь ненадолго переместимся на Ubuntu сервер и прихватим с собой публичный ключ. Он нам там потребуется для того, чтобы его там добавить. Для добавления публичного ключа используется команда в формате echo, открытый ключ, 2 стрелки направо с тем, чтобы дописать это в файл, потом путь, соответственно, к файлу с ключами авторизации SSH Authorized Case. Не забываем также, что после любых изменений необходимо перезагрузить сервер. После перезагрузки возвращаемся в Windows. Наконец-таки мы сделали все предварительные действия. Можно заняться написанием скрипта. Создадим простенький BAT-файл, который имеет следующую структуру. При этом надо понимать, что это обычный BAT-скрипт, и вот в этой части могут быть какие-то другие команды, которые вам могут потребоваться. Те строки, которые между круглыми скобками, это то, что происходит на сервере, и в синтаксисе надо учитывать мануал обращения Sol-Lama из прошлого видео. И не забывать, какая именно модель DeepSeek в данный момент запущена на сервере. Между двойными кавычками расположен запрос к DeepSeek. В данном случае такой вопрос, который мы можем спокойно отправлять много раз, и при этом мы точно знаем, что дать какой-то вразумительный ответ DeepSeek не сможет, поскольку у него нет возможности взаимодействовать с операционной системой и нет доступа в интернет. И нас это пока устраивает. Вот эта часть предназначена для исполнения в терминале Windows и состоит из беспарольного соединения с сервером по SSH, который мы ранее организовали как раз для упрощения общения с моделью DeepSeek. 2 стрелки вправо – это как запрос на добавление записей с результатом запроса в файл, который будет создан, если его еще нет по данному адресу. И полного пути к расположению файла в операционной системе Windows, где мы предполагаем собирать результаты наших запросов. Сохраняем файл в любом удобном для нас месте. Единственное, этот файл технический, поэтому он должен быть иметь название без пробелов, быть записан на латинице и иметь расширение BAT. Нажимаем на кнопку с флажком плюс R. Откроется окошко «Выполнить». В него вводим команду task-chd-msc.
А после нажатия на ОК откроется окно планировщика задач Windows. Выбираем пункт «Создать задачу». Откроется окошко создания задачи. На вкладке «Общие» необходимо как-то назвать задание, чтобы впоследствии изменять или удалять его. В поле описания дать краткое описание для того, чтобы ориентироваться в собственных приказах. И не забыть поставить галочку в чекбоксе «Выполнять с наивысшими правами», для того, чтобы скрипт запускался в любой папке. Или не делать этого, если там какая-то политика доступа. Потом переходим на вкладку «Действия». На ней нажимаем на кнопку «Создать», после чего откроется новое окошечко «Создание действия», в котором при выборе действия необходимо выбрать запуск программы, ну или оставить, если оно там уже выбрано. А ниже, во фрейме параметра, либо написать вручную полный путь к файлу в окошечке «Программа» или «Сценарий», либо нажать на клавишу «Обзор» и добраться до требуемого файла при помощи проводника. После того, как программа выбрана, тем или иным способом нажимаем на «Ок». И видим на вкладке «Действия» появившуюся строку с действием запуска программы по адресу заполненным. После того, как действие создано, переходим на вкладку «Триггеры». Здесь, по аналогии, нажимаем на кнопку «Создать», и, о чудо, открывается окошечко создания триггера. В нем выбираем необходимую нам частоту запуска. В нашем случае мы оставим однократно и поставим галочку в чекбоксе «Повторять задачу каждые», где в выпадающем списке выберем 10 минут. Нажимаем «Ок». После этого убеждаемся, что в ранее пустом окошке появился триггер. Еще раз нажимаем на «Ок» в окне создания задачи. После этого у нас наконец-то есть задача Windows по запуску файла. Теперь переместимся на реальный рабочий стол и посмотрим, как будет протекать выполнение задачи. На рабочем столе находится наш BAT-файл, а внизу открыт терминал, который по SSH соединен с сервером, и в нем запущен HTOP для контроля нагрузки, что поможет нам определить наличие активности. Загруженность оперативной памяти 730 мегабайт примерно, нагрузка на одном из ядер процессора стремится к проценту. Запуск запроса запланирован каждые 10 минут, поэтому мы сможем наблюдать несколько рабочих циклов. В терминале HTOP есть показатель Uptime, по которому можно судить, в какое время что происходит. В то время, когда ничего не происходит, я либо ускорю, либо вовсе вырежу. Открывшийся в положенное время терминал сигнализирует нам, что запрос в соответствии с планом направлен на сервер. Загрузка ядер процессора прыгает до 70%. Оперативной памяти задействовано 1,1 гигабайта. Все, видимо, получилось, но почему-то не сохранился файл отчета. Причина здесь выяснилась сразу. Оказалось, что в однострочном скрипте я умудрился не прописать полный путь к файлу с выдачей ответа, так что он сохранился в C Windows System 32. Прямо сейчас я его правлю на втором мониторе, не прерывая процесса. Через 5 минут,
Как это было и в первом видео, модель DeepSeek высвободила ресурсы оперативной памяти. Там опять занято около 750 мегабайт. Через положенное время запрос снова отправляется на сервер. Все ресурсы, которые были задействованы в прошлый раз, снова в деле. На этот раз файл с отчетом сохраняется именно в том месте, где и было запланировано. Мы его там пока и оставим, и продолжаем наблюдение. Хотя это все уже начинает становиться рутиной. Освобождение ресурсов через 5 минут уже не вызывает восторга, как в первый раз. Состоялся очередной запрос к DeepSeek, что влечет ожидаемые результаты, но стоит обратить внимание на то обстоятельство наших исследований, что развитие действия происходит в операционной системе Windows, которая имеет некоторые особенности, и в частности наличие действующей антивирусной программы, которая хотя и со второго раза обратила внимание на неожиданную активность на рабочем столе. Это говорит нам о том, что, скорее всего, надо было с самого начала прописать наш файл в исключение к антивирусу. Ну, либо уже постфактум, как я здесь, указать ему, что все в порядке и подобное в дальнейшем надо допускать. Следующий запрос не показывает нам ничего нового, поэтому нет никакого смысла ожидать дальнейших повторений и можно насладиться результатами наших исследований. Открываем текстовый файл и находим ответ AI, повторяющийся, как и ожидалось, строго периодически. Ура нам, мы можем фиксировать ответы DeepSeek автоматически и по расписанию. Сам DeepSeek на наш запрос о передаче нам точного времени в формате часы, минуты, секунды отвечает: Hi there. I suggest getting online to get real-time information. If you have any other question, please don't hesitate to let me know. Что означает, что он предлагает нам ознакомиться с тем, который час выйдя в интернет, а когда у нас возникнут еще какие-то вопросы, он хочет, чтобы мы, ничтоже сумняшися, обращались к нему снова. То есть он как-то пытается решить поставленную задачу. А на заднем плане пройдет полная выдача по запросу из файла, чтобы вы могли себе представить, что вас именно ожидает. Единственное, этот файл не тот, который был в оригинале, а из повторного воспроизведения действия. Но содержание вообще не отличается. Там единственное, что может отличаться от оригинала, это IP-адреса. Теперь переходим к опытам. Запустим модель DeepSeek на 8 миллиардов параметров. В качестве запроса задаем задачу построения таблицы плотности веществ, там металлов, алюминия, меди, сплавов, там олова, стали и некоторых пород дерева. Все это надо проделать как в метрической системе, так и в имперской. Такая задача нам требуется для того, чтобы параллельно с нашим ручным запросом запустить автоматическое обращение с каким-то другим вопросом и к несколько другой модели DeepSeek. Второй запрос будет к модели на 32 миллиарда параметров. Он будет, в принципе, по созданию такой же таблицы, но сформулирован на английском языке.
Генерация ответа тут продвигается. Плотность веществ в метрической системе DeepSeek предполагает представить в граммах на кубический сантиметр, в имперских единицах, соответственно, в фунтах на кубический дюйм. Единственное, чего я не совсем учел, это то, с какой скоростью модель справится, значит, с выполнением этой задачи. То есть у нас еще не запустился наш дополнительный запрос, а ответ уже готов и таблица нам представлена. Ну, логичнее всего в таком случае попросить его дополнить ответ, то есть там сначала хотел повторить, и потом все-таки решил просто добавить значение в кубических метрах. И тут, соответственно, как мы видим, запустился процесс, который был автоматизированно запущен с Windows. Тут я снова стал паниковать, имитаться по экранам, этого здесь в записи нет. На самом деле, на что стоило обратить внимание, это на объем занятой оперативной памяти. То есть получается, что Allama отключила предыдущую модель DeepSeek. И судя по тому, что сейчас уже занято 5 гигабайт оперативной памяти, и, значит, количество занятой памяти продолжает расти, значит, загружается какая-то другая модель. Ну, в принципе, так и должно быть, потому что мы отдавали вторую команду на запуск модели с 32 миллиардами параметров. Эта модель занимает в оперативной памяти порядка 19 гигабайт. То есть это мы увидим в любом случае. Так, я это, конечно, немножко ускорил. Ну да, вот здесь 20 гигабайт занято. Процессор загружен. То есть, значит, что-то происходит после того, как модель была размещена. Ну и результат деятельности мы на самом деле сейчас увидим. Я его запущу. Процесс раздумий этой модели я тоже немного ускорил, потому что фактически он занял 10 минут. Собственно, как и загрузка в оперативную память самой модели. Результат представлен в килограммах на метр кубический и в паундах на кубический фут. Легированная сталь в его представлении — это, видимо, сталь 45. Вот это было сохранено на жесткий диск. Теперь возвращаемся на наш экран. После того, как результат был представлен системой на 32 миллиарда параметров, соответственно, память была высвобождена, снова была загружена модель на 8 миллиардов параметров, и она ожила заново. Ну и, соответственно, она там занята предоставлением информации в кубических метрах. Но загружена по-прежнему 1,4 гигабайта.
Ну, то есть Allama это не Apache сервер, и он не создает сервер отдельно для каждого действия. То есть сначала она загружает модель, работает над результатом. Если приходит еще один запрос, размышления останавливаются, модель выгружается, загружается новая модель, проходит запрос, после чего снова загружается первая модель и продолжает действовать. То есть результат она нам представляет в граммах на кубический метр и в паундах тоже на кубический метр. Мы получили интересный результат. Надеюсь, что в следующем видео мы получим не менее интересный результат, и там будет гораздо легче. Ведь там же будет гораздо легче, да?